Всем привет! Меня зовут Татьяна, и вы на моем канале о вязании. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Здесь вы найдете много интересных и простых мастер-классов по вязанию игрушек. Вязала я саму вот пасочку из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Это у меня цвет 80-365. Также нам понадобится белый цвет. По расходу пряжи, смотрите, я вчера начала моток, связала вот такую вот пасочку, и осталось, видите, сколько много. Поэтому из одного моточка вот этой бежевой пряжи получится несколько пасочек. По размеру вот она как ладошка получается. Классная, небольшая, не маленькая, такой средний размер. Так, белый цвет, ну и цветная пряжа, какая у вас есть. У меня это розовая для цветочков. Я просто всегда хотела вот такую пасочку вообще испечь, но так как с этим у меня, конечно, не очень складываются дела, с тестом возиться. Вот мне нравится, как украшают просто вот такими вот цветочками сейчас пасочки настоящие, вот которые можно есть. Но я это сделать не могу, поэтому вот захотелось хотя бы связать такую и украсить красиво. Ну, для меня это красиво. Вот для цветочков у меня розовый цвет, листики зелененькие. И у меня очень много еще давным-давно я купила года 3 назад вот эти вот звездочки, бабочки. Они пришивные вообще, но сюда я их приклеила на вот этот вот термоклей. Поэтому если он у вас есть, то будет очень вообще удобно. И это сделать быстренько, и классно оно держится, клея не видно, аккуратненько, если это делать, то все будет круто. Вот пайеточки у меня были, то есть любые бусинки, какие у вас есть, они сюда подойдут, просто для украшения. Вязать будем крючком номер 4. Вот эту вот часть беленькую будем вязать крючком номер 5. И цветочки я вязала 3-м крючком, чтобы они были поменьше. Обычная иголочка с ниткой понадобится, ножнички, маркер, наполнитель. И вроде бы как все. Поэтому можем начинать. Начинаем вязать 4-м крючком бежевой ниткой. Вяжем 6 столбиков без накидов кольцо амигуруми, либо в первую петельку. Видео для начинающих я прикреплю здесь. Сходите сначала, посмотрите, если вы совсем не понимаете, как вязать, а потом уже приступайте к вязанию пасочки. То есть я делаю вот такое вот колечко, сюда делаю петельку первую, просто обычную петелечку сделала. И набираю 2 воздушные петли, это вместо кольца амигуруми. И в первую петельку я буду набирать 6 столбиков без накида. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду я буду делать 6 прибавок, то есть в каждую петельку я провяжу по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 прибавок я сделала. В 3-м ряду сделаю 12 прибавок. У меня сейчас 12 столбиков без накида в ряду, поэтому я тоже в каждую петельку вяжу по 2 столбика без накида. Вот 1, 2 столбик без накида, это первая прибавка. Дальше идем 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. В четвертом ряду буду вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так буду я вязать до конца ряда. Можете поставить маркер, провязав первую петельку, чтобы себя проверить. Вообще в конце ряда у нас будет 36 столбиков без накида. То есть вяжем весь ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка. Это 1 столбик без накида. Теперь прибавка это 2, 3. Снова столбик без накида и прибавка это 5, 6, 7, 8, 9. Этот ряд провязали. В следующий ряд 5 буду вязать 8 столбиков без накида, 1 прибавка. Так буду вязать до конца ряда. 4 раза у меня получится так сделать. В конце ряда будет 40 столбиков без накида. Вот я здесь провяжу 1 петельку и поставлю маркер. Дальше вяжу 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка. Снова теперь 1. Этот ряд я закончила вязать. Дальше мне нужно с 6 по 20 ряд включительно провязать по 40 столбиков без накида в каждом ряду. Просто будем вязать без изменения в каждую петельку по столбику без накида. С 6 по 20 ряд включительно. Вот я провязала. Так сейчас выглядит вязание. В 21 ряду будем вязать 8 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Я 1 столбик провяжу, маркер перенесу. И вяжу дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. Убавки я делаю только за передние стеночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, убавка. В 22 ряду будем вязать 7 столбиков без накида, убавка, и тоже так до конца ряда. В 23 ряду провяжем 6 столбиков без накида, 1 убавка, тоже так до конца ряда. В 24 ряду 5 столбиков без накида, 1 убавка, тоже так делаем до конца ряда.
В 25 ряду 4 столбика без накида, 1 убавка, и тоже так до конца ряда. И после этого добавим наполнитель уже в пасочку туда, вот хорошо вниз, распределим, чтобы она красивенькая, ровненькая у нас была. И затем дальше будем вязать убавочки. В 26 ряду это будет 3 столбика без накида, 1 убавка, и так до конца ряда. И в 27 ряду 2 столбика без накида и 1 убавка, и тоже так до конца ряда. После этого добавим еще наполнитель уже полностью, и потом стянем колечко, которое вот у нас останется, отверстие это, но это я покажу. В общем, сейчас свяжем до вот этого места, вот до 27 ряда, все как я рассказала. И когда нужно будет уже стягивать, я покажу, как это делать. Вот сейчас вот так выглядит вязание. Это я провязала 27 ряд включительно, закончила тем рядом, где было 2 столбика без накида, 1 убавка. Наполнитель добавила. Сейчас я обрежу нитку и просто попротягиваю ее туда-сюда. Сначала вытяну отсюда и буду по петелькам протягивать сначала с этой стороны, теперь в следующую петельку захожу с этой стороны, в следующую петельку с этой стороны и в следующую с этой. И так буду по кругу до конца ряда протягивать ниточку по петлям и затем стяну вязание. Вот я это сделала, и теперь просто вот так вот подтягиваю и затягиваю ниточку эту. Сейчас закреплю еще, сделаю узелочек и спрячу ее вовнутрь. Вот такая вот заготовочка у нас получается. Сейчас свяжем белым цветом вот эту вот верхушечку. Верхушку я вяжу крючком номер 5, тоже в первую петельку или в кольцо амигуруми набираю 6 столбиков без накида. Я сделала петельку, еще 2 воздушные петли и в первую набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаю 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третьем ряду вяжу 6 столбиков, ой, 6. В третьем ряду вяжу 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так до конца ряда. И в конце ряда у меня будет 18 столбиков без накида. 2, 3. В четвертом ряду вяжу 2 столбика без накида прибавка, и тоже так до конца ряда. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В пятом ряду вяжу 3 столбика без накида прибавка, и тоже так до конца ряда. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида.
Этот ряд я провязала. Дальше 6-й ряд вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И тоже так до конца ряда. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида. Я здесь провяжу 1 столбик без накида, маркер поставлю и вяжу дальше. Этот ряд я довязала. 7-й ряд провязываем просто в каждую петельку по столбику без накида. То есть 36 столбиков без накида провязываем в 7 ряду. Этот ряд я провязала. В следующем 8 ряду провязываем в начале 3 столбика без накида. Теперь делаем 2 накида. Вот так вот. И в следующую петельку провязываем этот столбик с 2 накидами. То есть я вышла сюда. Теперь провязываю 1 накид, 2 накид и вот эту вот петельку. Вот таким образом получилось. Здесь делаю 2 воздушные петли. И в следующую петельку провязываю столбик без накида. Вот так вот. Снова столбик без накида и снова столбик без накида. Отсюда делаю 2 накида и в следующую петельку провязываю этот столбик с 2 накидами. То есть вот 1 накид провязала, 2 и саму петелечку. Снова тут 2 воздушные петли и в следующую петельку провязываю 1 столбик без накида, в следующую петельку 2 и в следующую петельку 3 столбик без накида. То есть здесь мы идем 3 столбика без накида и вот этот вот столбик с 2 накидами и 2 воздушные петли. Вот так и чередуем. Здесь, видите, я провязала 3 столбика без накида, поэтому делаю 2 накида. Провязываю этот столбик с 2 накидами. Отсюда делаю 2 воздушные петли и в следующую петельку провязываю столбик без накида. В следующую петельку столбик без накида и в следующую петельку столбик без накида. Снова 2 накида. Провязала их. Отсюда 2 воздушные петли и в следующую петелечку провязываю столбик без накида. Вот так вот у нас будет. Можно эти штуки делать не так равномерно, а пропустить больше столбиков. Привет. Привет. Пропустить больше столбиков и сделать их там пореже. Мне так нравится. Вот эти вот штуки мы сейчас формируем, видите? Так, это вот я 1 столбик провязала, еще 2 надо провязать, вот 2 и вот 3. Отсюда я снова делаю 2 накида и провязываю в следующую петельку этот столбик с 2 накидами. Снова 2 воздушные петли и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 2 накида. Ну, я надеюсь, вам понятно. И вот в конце мы как раз провязываем этот столбик без накида и соединительный столбик в следующую петельку. Ниточку обрежем, затянем ее и протянем на вот эту вот сторону. Вот так вот получается. Берем нашу пасочку, прикладываем ее к ней, точнее прикладываем вот эту верхушечку. И здесь вот по краю нам нужно пришить верхушку. Пришиваем ее ровненько, можно приклеить термоклеем, это уже как хотите. Вот здесь вот тоже прихватите, чтобы оно было такое более ровненькое. Вот так вот, не торчало. Вот.
В общем, пришиваем вот так вот по кругу. Вот я эту штуку вот не пришила, а приклеила. Сделала ее здесь немного выше, то есть серединку немножко сместила. Вот таким образом. Я ее приклеила. Теперь нам нужно связать вот такие вот цветочки. Я их уже связала. Ссылочку, как вязать цветочки, я оставлю здесь в подсказках, и также вы ее найдете под видео в описании. Мастер-класс у меня такой есть по вязанию этого цветочка. Единственное, что я его сейчас вязала крючком номер 3, чтобы он получился небольшого размера. И сейчас нам нужно эти цветочки пришить. То есть 3 цветочка я связала. И сейчас просто пришиваем там, где вам нравится. Там просто пришивается. Я пришиваю. Можно, кстати, приклеить. Тоже это будет быстрее. Но можно и пришить. Я это пришиваю обычной иголкой с ниткой. В общем, просто туда-сюда захожу, пока мне не понравится. И пришиваю 3 цветочка там, где хотите. Где вам кажется, что это будет красиво, там и пришиваем их. Цветочки я уже пришила. Теперь свяжу листик. У меня это вот такая вот салатовая ниточка, тоже 3-м крючком. Для того, чтобы связать листик, я набираю 5 воздушных петель. Вот так вот. И со второй петли от крючка, в первую не получится даже связать, а вот во вторую петлю от крючка вяжем 1 столбик без накида. А дальше нам надо провязать в 2 петельки по полустолбику с накидом. Делаю накид и в следующую петелечку захожу, вытягиваю нитку и 3 вот эти вот петелечки провязываю за 1 раз. Это 1 полустолбик с накидом. И сейчас второй провяжем. Тоже сделала накид, зашла в петельку и 3 петелечки провязала за 1 раз. И вот в последнюю петелечку я делаю столбик без накида. То есть у нас здесь получилось 1 столбик без накида, потом 2 полустолбика с накидом и 1 столбик без накида. Здесь разворачиваемся, сюда же в последнюю петельку, куда мы связали 1 столбик без накида, вяжем еще 1 столбик без накида. Разворачиваемся. Сюда, получается, мы свяжем сейчас полустолбик с накидом, в следующую вот петелечку вяжем полустолбик с накидом и в следующую полустолбик с накидом. Дальше вяжем столбик без накида. И вот тут как формируем верхушечку, кончик листика тоже можно провязать столбик без накида. Вот так вот получится. На этом этапе я обрезаю ниточку, оставляю хвостик, вытягиваю ее, никаких соединительных столбиков я не делала, как вы видели. И теперь просто на другую сторону я протяну эту ниточку, протяну ее прямо сюда, вот так буду ее на одну сторону, на другую. Так, это что-то много. Сразу через петельку пойду. Вот так вот. Здесь я ее вытягиваю. Угу. И вот сюда куда-то к этому хвостику выхожу. Завяжу здесь узелок из этих 2 ниточек. Обрежу. Обрежу и обычной иголочкой с ниткой прошью вот этот вот краешек.
эти вот ниточки сюда. Теперь я возьму второй листик. У меня таких листика 2. Я беру второй листик и пришиваю их плотненько друг к дружке. Немножко вот прихватила. И потом, куда вот мне хочется, допустим, сюда. Пусть в этот раз будет здесь. Я вот сюда вот прям к краешку пришиваю этот листик. Что, Макар? Яичница? Ты что, только что покушал? Макар, ты на приколе? Ну, только что, хорошо кушал. Но я когда закончу потом. Лайки за тебя за что? Ты им даже привет не сказала, они тебе лайки. Привет! Привет! Надо громче сказать. Привет! Вот так. И что-то еще надо сказать. Как дела? Напишите в комментариях и поставьте лайк, самое главное, и подпишитесь. Понятно? Самое главное. Колокольчик. Самое главное лайк, подписка, колокольчик. И коммент. Коммент. В общем, вот так вот сюда пришиваю. Здесь листики эти прихвачу еще немного выше. Вот так вот. Не знаю, видно вам, тут не видно. Чуть-чуть сюда. Вот так вот, видите, как красиво уже. Такой вот у меня будет. Сейчас я там еще лучше пришью, просто на камеру неудобно. Возьму к тебе поближе и лучше пришью, чтобы понадежнее было. А затем берем все свои бусинки, все, что у вас есть для украшения пасочки. И просто приклеиваем их, либо пришиваем, как хотите, сверху, вот украшая пасочку. И наша пасочка будет готова. Сейчас я это все сделаю. Я буду приклеивать вот таким вот клеем. Сейчас я это все сделаю, оформлю красиво. Серединку я здесь тоже можно бусинку какую-то, можно пайетки. В общем, ваша фантазия, что хотите. Оформляем красиво, украшаем. Сейчас я это сделаю и покажу вам, что получилось.